Всем привет! Вы на канале Голос Анха. И сегодня в видео я расскажу про негативное влияние от соединения Солнца и Сатурна, которое наступит уже 12 марта. 12 марта 2025 года в 13:34 по московскому времени произойдет точный аспект соединения Солнца и Сатурна. Это астрологическое событие, получившее название «Сожжение Сатурна», обещает быть непростым и потребует от нас особой внимательности и осторожности. Его влияние, однако, начнет ощущаться значительно раньше, примерно с 3 марта, и продлится до 20 марта, оставляя свой отпечаток на наших жизнях на протяжении почти 3 недель. Что же представляет собой это астрологическое явление? Сожжение в астрологии означает, что планета, в данном случае Сатурн, находится в очень близком соседстве с Солнцем. Настолько близко, что с точки зрения земного наблюдателя практически теряется в его лучах. Это подобно тому, как жар Солнца обжигает, символически обжигает, и ослабляет влияние Сатурна. Влияние ослабленного Сатурна на нас будет ощутимо, поэтому к данному периоду стоит подготовиться заранее. Влияние сожженного Сатурна проявляется многогранно. Прежде всего, это отражается на нашем физическом и эмоциональном состоянии. Организм становится более уязвимым, снижается иммунитет. В этот период крайне важно прислушиваться к сигналам своего тела, избегать переохлаждения, достаточно спать и питаться правильно. Любое переутомление может привести к нежелательным последствиям. Обращайте внимание на даже незначительное недомогание и не откладывайте визит к врачу, если возникла необходимость. Самолечение в это время крайне нежелательно. Кроме того, аспект Солнца-Сатурн соединения подчеркивает наши личные ограничения. Это не только материальные препятствия, которые мы встречаем на пути к достижению целей, но и, что гораздо важнее, духовные ограничения, наши внутренние барьеры, мешающие личному росту и развитию. Это время, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с нашими страхами, неуверенностью в себе и застарелыми убеждениями, которые сдерживают наш потенциал. Этот период может быть благоприятным для глубокого самоанализа и работы над своими недостатками, но для этого потребуется немало внутренней силы и терпения. Влияние аспекта может проявиться в виде подавленности или, напротив, глубокого самопознания. Для одних это будет время осознания своих ограничений и принятия необходимых мер для их преодоления, для других – период мрачных раздумий и уныния. Важно помнить, что реакция на это астрологическое событие сугубо индивидуальна и зависит от нашего внутреннего настроя и уровня самосознания. В этот период важно грамотно планировать свою деятельность. Не стоит браться за множество дел одновременно. Концентрируйтесь на самых важных задачах. Рассчитывайте свои силы и не переоценивайте свои возможности. Выстраивайте свой рабочий график, учитывая возможное снижение продуктивности и повышенную утомляемость. Помните, что лучше сделать меньше, но качественно, чем взяться за все сразу и ничего не успеть. Постарайтесь избегать конфликтов и споров, посвятите время отдыху и восстановлению сил. Не рекомендуется обращаться в официальные инстанции в период влияния аспекта, так как возможны задержки, бюрократические проволочки и негативные аспекты. Отложите все важные дела, требующие взаимодействия с государственными структурами или крупными организациями, на более благоприятное время. Отношения с пожилыми людьми, особенно с отцами или авторитетными фигурами мужского пола, могут быть напряженными. Постарайтесь проявлять больше терпения, понимания и заботы по отношению к своим родителям и другим представителям старшего поколения. Помните, что внимательное отношение и душевное тепло способны сгладить любые конфликты и укрепить семейные связи. Влияние сожженного Сатурна может также проявиться в снижении самодисциплины. Многие люди могут обнаружить у себя трудности с концентрацией, повышенную рассеянность и неспособность следовать плану. Поэтому особенно важно в этот период заранее организовать свое рабочее место, минимализировать внешние раздражители и придерживаться установленного режима дня.
А на сегодня это все и помните. Период влияния соединения Солнца и Сатурна – это время внутренней работы над собой, переосмысления своих целей и ценностей. Это шанс посмотреть на себя со стороны, выявить свои слабые стороны и начать работу над их улучшением. Но понадобится терпение, самоконтроль и внимательное отношение к своему здоровью и окружающим. Внимательно отслеживайте свое состояние и не бойтесь обратиться за помощью, если нужно. До новых встреч!